Жизнь человека будто скоростной поезд, несущийся навстречу неизвестности сквозь загадочный тоннель судьбы. И каждый хоть раз в своей жизни задавался вопросом, откуда возникло все живое и он сам. Мама, откуда взялся человек? Человек был специально создан для жизни на Земле, сынок. Когда Земле понадобились специальные энергии для своего существования, тогда Бог и создал человека, наделил его чувствами, мыслями, вдохновением. Наука и религия тысячи лет стараются дать ответы на эти вопросы. А сколько еще потребуется времени, чтобы преодолеть новую ступеньку этой бесконечной лестницы познания и продвинуться в разгадке тайн собственного существования? Значит, все, что делает человек, производит для Бога и Земли нужную энергию? Не все, только то, что соответствует нормам нравственности и морали. И, конечно, законам. Вот поэтому так важно даже дорогу переходить только на зеленый свет. Давайте представим, что высший разум или Бог, или то определение, которое вы сами для себя выбрали, решает обновить методы развития человека и ускорить его прогресс. И сделать это в той форме и на том языке, которые будут понятны и доступны современному человеку. В прошлом эту задачу выполнили известные пророки своего времени и множество разных ученых по всему миру, которые совершали свои судьбоносные открытия. А в сегодняшнем дне рождаются и трудятся на благо всего человечества свои новые миссионеры и посланники, которые наделены достаточными талантами и способностями, чтобы открыть человечеству новые знания, рассчитанные на современный уровень развития общества и актуальные понятия этого времени. Мам, а Саша сказал, что человек произошел от обезьяны. Дорогой мой, человек часто бывает похож на обезьяну. Гримасничает, поясничает. Вот как твой Саша, к примеру. Но человек не обезьяна. Это два разных вида. Но каждый специально был создан для Земли тогда, когда в том возникла необходимость. Просто в каждом человеке много от животного. Мы же рождаемся, существуем как биологический вид. Но только победив в себе животное и научившись контролировать свои инстинкты, можно стать по-настоящему человеком. Мам, я тебя люблю. И я тебя. Это значит, я не контролирую свои инстинкты? Нет, что ты. Любовь — это высшее духовное качество человека. Инстинкты — это совсем другое. Вот вырастешь еще, и все поймешь. Все обновляется, и на смену устаревшему должно приходить новое, более совершенное. Будь то знание об окружающем мире или обновление приложения в смартфоне. Отсутствие процесса обновления приводит к остановке в развитии и возникновению деградации, подобной разложению в трясине болота, где вода, лишенная движения, находится в постоянном застое. Поэтому на смену старым понятиям всегда должны приходить новые. Где в 2022 году можно найти такие знания, после которых каждый, без каких-либо уговоров, заверений и обещаний, сам уверенно сможет сказать: эти знания истинные. И истинными я считаю их не потому, что мне так кто-то сказал, или приказал, или пообещал на веру, а потому что я их сам понял, осознал и признаю таковыми. Давайте рассмотрим такие знания. Они были получены на контактах с высшим разумом. Карма. Воздаяние человеку за положительные или отрицательные действия в прошлой жизни, добрая или злая судьба, заложенная в программу жизни человека. Карма — это понятие, которое равнозначно словосочетанию «причинно-следственные связи». То есть карма определяет, какой тип энергии человек недоработал в прошлом. К примеру, по причине всевозможных ошибок при прохождении ситуации жизни.
И далее устанавливает последствия, которые должны скорректировать жизнь человека так, чтобы подобных ошибок он больше не допускал. Например, если человек ранее уклонился от ответственности по созданию и поддержанию семьи, то следующая возможность для него будет уже более сложной. Дополнительные трудности увеличивают количество производимой энергии. Ведь человек уже не только должен наработать в своей душе необходимые качества личности, но и компенсировать затраты на создание подходящей для этого ситуации жизни взамен упущенной в прошлом. А это энергетические затраты высших, которые на своем уровне бытия тоже требуют, образно говоря, оплаты. А страдания, как формы переживания человека, являются универсальным способом гарантированно получить от него качественную, чистую энергию. Ведь человек всегда страдает искренне, без лукавства и обмана. Но воздаяние может быть и положительным. Когда человек соблюдает законы, совершает правильный выбор в ситуациях жизни, он производит через свои поступки, мысли, чувства, эмоции высококачественную энергию, которая формирует качество его собственной души и подпитывает планету нужными для нее типами энергии, а также позволяет небесным учителям возместить те затраты, которые были вложены в программу жизни и время человека. В таком случае свыше поощряют праведное поведение человека и делают условия его существования на Земле более комфортными. Но тут следует иметь в виду, что любые изменения должны быть взаимоувязаны с изначальной программой жизни человека и ее связями с обществом. Поэтому зачастую положительное или отрицательное кармическое воздаяние на практике реализуется преимущественно в будущей жизни человека. Анализируя разнообразие человеческих судеб через призму данного понимания, легко понять, почему одни рождаются в сложных и суровых жизненных условиях, а другие, наоборот, в комфортных и радостных. Почему человеку для развития необходимо проходить путем кармических отработок? Человек — это многомерный биологический организм, который за счет своей жизнедеятельности производит широкий диапазон разных энергий, от физической грубой до тонкой духовной. И качество этой энергии определяется теми нормами нравственности и морали, которые запрограммированы в высоких ценностях общества. То есть, если человек соблюдает законы и правила поведения, то производит качественные энергии. А если нарушает, то производит бракованные. Качественная энергия производится для целей высших, Бога и его помощников, и для планеты, на ее потребности. Подобно тому, как каждая отдельная клетка любого организма функционирует на благо всего организма в целом. А также качественная энергия строит душу самого человека во множественном многообразии качеств личности. Бракованные же энергии не подходят для этих целей. Поэтому время жизни человека, потраченное впустую, образует долг перед высшими, которые трансформируются в кармические отработки, рок и суровую судьбу человека. Как карма влияет на форму смерти. Любой поступок человека, вне зависимости, осознал его сам человек или нет, или, может, забыл, записывается на специальную энергетическую пленку его жизни. И когда человек умирает, все поступки подробно разбираются на высшем суде высшими учителями, как с воспитательной, так и с аналитической точки зрения. Если, к примеру, человек кого-то убил, то в следующей жизни программа его судьбы будет выстроена таким образом, что его тоже обязательно должны будут убить. Все события его будущей жизни
планируются в соответствии с причинно-следственным законом и нормами морали, заставляя человека испытать на себе то зло, которое он причинил другим. Высшие воспитывают в человеке нравственное начало и тем самым повышают уровень его сознательности. Поэтому выбор человека в ситуациях жизни напрямую влияет и на форму его кончины. Если понимать, как устроен данный механизм, то становится возможным за счет этих знаний, руководствуясь высокими морально-нравственными ориентирами, избежать множества ошибок в ситуациях жизни. А значит, более эффективно проходить свою личную программу развития и меньше страдать, расплачиваясь за неправильный выбор через отработку возникающих из-за этого энергодолгов. Как появляются энергодолги человека? Давайте откроем книгу «Рождение, смерть, карма» и прочитаем из нее несколько строк по этому вопросу. В основном энергодолги появляются в связи с неправильным образом жизни, когда человек не столько выполняет свою жизненную программу, сколько находится в погоне за удовольствиями. Ему необходимо выработать по программе энергии определенного качества, а он, поддаваясь на соблазны и лень, производит энергии более низкого качества. Карма, как причинно-следственный механизм совершенствования для человека, напрямую связана с законом реинкарнаций или перевоплощений. Вот что по этому поводу написано в книге. Реинкарнации преследуют несколько целей. За счет них происходит отработка кармы и последовательное прохождение уровней земной иерархии, то есть последовательный набор составляющих энергии души. Чем больше человек перевоплощается, тем богаче становится его внутренний композит, то есть качественная структура души. Средняя продолжительность человеческой жизни невелика, особенно в сравнении с планетой, время существования которой длится миллиарды лет. Короткие жизни человека помогают более эффективно направлять его на пути прогрессивного развития, так как он постоянно заходит не туда, куда требуется высшим учителям. И чтобы не допустить заведомо бракованного построения в матрице души или не допустить разрушения уже имеющихся качеств личности, высшим приходится заранее прерывать существование человека. Чем менее совершенна цивилизация, тем короче средняя продолжительность жизни ее населения. К тому же одно тело не позволяет получить того качества энергии, которые требуются. Одно тело дает определенный склад ума, мыслей, чувств, создает некоторую монотонную однотипность, а она очень мешает всестороннему развитию личности. У человека все должно быть разное, поэтому в процессе реинкарнаций используются разные тела. Данная информация — лишь только малая часть новых знаний, раскрывающая понятие кармы и ее функционирование в жизни любого человека. Она взята из книги «Рождение, смерть, карма» серии «Энциклопедия новой эры» авторов Секлитовой Ларисы Александровны и Стрельниковой Людмилы Леоновны. На момент создания фильма посланники Бога уже не 10 лет трудятся на нашей планете с целью донести до человечества новые знания, которые позволят подняться на более высокий уровень развития современному обществу. Это новое программное обеспечение для людей будущего. Или, если говорить на языке прошлого столетия, это новая идеология человечества, объясняющая истинное значение происходящих процессов, как в мироздании космоса, так и в жизни каждого отдельно взятого человека. На 2022 год выпущено уже более 76 книг, содержащих ответы на самые сокровенные вопросы, будоражащие умы человечества тысячи лет. Информация в них получена напрямую от высшего разума через посланников, способных принять и изложить данную информацию
на понятном современному человеку языке. Когда возникает потребность передать информацию с вышестоящего уровня на нижестоящий, с уровня Бога на землю, то для этого свыше подбирается к воплощению соответствующая по мощности душа, которая способна выдержать энергопотенциал данной информации, а также обладает достаточным уровнем развития, чтобы осознать и передать на понятном языке современности конкретные знания. За связь с высшими у человека отвечает специальное тонкоматериальное устройство – импульсное кольцо, которое принято называть нимбом и изображать на иконах. Оно отвечает за прием энергии ментального плана, которая необходима человеку для мыслительной деятельности. Чем мощнее способность человека к мыслеобразованию, тем более быстро вращается импульсное кольцо. Функционируя синхронно с головным мозгом, оно принимает импульс энергии от ангела-хранителя, определителя человека, и трансформирует его в конкретные данные. Подобным образом у людей функционирует интуиция. И самое главное, что эти знания не надо принимать только на веру. Если их прочитать и постараться понять, то внутри себя сам человек почти физически способен ощутить, истина это или ложь. Это уже не просто ступенька в эволюции, а скоростной лифт, ведущий к сверхпрогрессивному пути совершенствования человека. Это столь нужное в сегодняшнем информационном болоте обновление, которое приоткрывает многие тайны высших миров и тайны материального мира человека. По каким законам человек рождается и умирает? От чего зависит форма смерти человека? Кто встречает душу после смерти? Как и зачем проходит Божий суд? Что такое карма и как она работает? Что дают реинкарнации душе? И многое другое, до этого неизвестное человечеству, инновационное и изложенное на современном понятном языке. А если не прочитаете эту книгу, то и не узнаете, что карма действует не для всех, а только для положительных душ Бога. Для отрицательных душ дьявола кармы не существует, потому что у них другой механизм жизненной программы, не предполагающий свободу выбора, совершение ошибок, творчество и любовь. Две противоположные иерархии бесконечного самосовершенствования противоположны во всем, несмотря на то, что отличить одних от других на Земле порой очень сложно, но возможно. А к какой системе будешь относиться ты, зависит от твоего поведения. Скажите всем, чтобы не был народ эгоистом, чтобы не завидовал, не делал плохого. Наоборот, пусть будет добрым, чтобы с верой жил, с верой нашей.